На какую высоту следует поднять тело 2 килограмма, чтобы его потенциальная энергия возросла на 19,6 джоуля? Задача тоже из разряда простых. Масса, напишем 2 килограмма. Говорим о том, что потенциальная энергия должна возрасти на 19,6 джоуля. И, естественно, надо определить высоту, на которой нужно поднять. Тело у нас находится, мы не знаем на какой высоте, не сказано. Вот оно находится здесь. Это тело имеет массу, естественно, 2 килограмма. И имеет на какой-то высоте какое-то значение потенциальной энергии. Скажем, это V1. Его нужно поднять на какую-то высоту, чтобы у него, естественно, станет другая потенциальная энергия, потому что она не изменится. И спрашивается, эта потенциальная энергия по отношению к этой больше на 19,6 джоуль. Траченная энергия на вот этот подъем 19,6 джоуль. Можем записать таким образом. W2 минус W1 равно 19,6 джоуль. Обозначим это дело как высота. А тут напишем, он находился на какой-то высоте H1. Мы ищем разницу вот эту, независимо от того, что тело уже имеет какую-то потенциальную энергию. Вот она имеет потенциальную энергию W1. W1 он будет равно массе этого тела умножить на G и умножить на H1. Теперь уже станет потенциальная энергия W2. W2 станет какой у нас? Масса на G и на сумму этих высот H1 плюс H. Естественно, если мы отнимаем от этого величину эту, давайте отнимем. Посмотрим, что подставим в это выражение. Получается mgh, открываем скобки, плюс mgh1 минус mgh1 и равно 19,6 джоуль. Сократилось. Вот это я специально это дело показываю. Нас не интересует, на какой он высоте был. Нас интересует, на какой высоту он поднимется от той высоты, на которой он был. И используя вот это значение 19,6 джоуль. Отсюда h будет равно вот это значение 19,6 джоуля разделить на его массу 2 килограмма, что множится на 9,8 метров за секунду в квадрате. А теперь помню о том, что джоуль равен у нас ньютон умножить на метр. А ньют это килограмм на метр на секунду в квадрате. И еще умножить на метр. Вот, по сути дела, выражение для джоуля. Давайте его сюда подставим в качестве тренировки. 19,6 умножить на вот это значение килограмм на метр и еще раз на метр. А секунды в квадрате пойдут вниз. Здесь будет 2 килограмма, что множится на 9,8. Здесь будет метр, а секунды в квадрате пойдут наверх. Теперь смотрите, что получается. Килограммы и килограммы сократятся. Секунды в квадрате сократятся. Метры и метры одни сократились. Остались 1 метр. Равно 19,6 метров, то делится на 2 умножить на 9,8. Тут тоже 19,6. Получим значение 1 метр. Задача простенькая, но в качестве примера для того, чтобы видеть, каким образом работать с джоулями, килограммами, метрами и так далее, для того, чтобы получить верный результат, как это все расписывается и что сокращается. Получили 1 метр.